Приветствую вас всех, друзья, на моем канале. Сегодня мы будем модернизировать аккумулятор от электросамоката Ситикока. Клиент отдельно докупал к этому самокату более емкий аккумулятор 67,2 вольта 12 ампер час. Выполнен он на литий-ионных элементах 18650. Но клиент по-прежнему не совсем доволен пробегом, и он хочет проезжать на одном заряде еще больше километров. Изначально мы хотели установить аккумулятор как можно большей емкости в те габариты, которые позволяет стандартный отсек самоката Ситикока. Конечно же, можно его модернизировать. Я видел, люди увеличивают стандартные размеры аккумуляторного отсека в несколько раз. Но клиент считает, что это для него неприемлемо. Он хочет оставить конструкцию рамы без изменений. После долгих поисков подходящего форм-фактора элементов под аккумуляторный отсек самоката Ситикока наш выбор остановился на вот таких вот литий-NMC ячейках емкостью 30 ампер час. Распаковку и тесты этих элементов я делал в одном из предыдущих видео. Кому интересно, вы можете посмотреть. Также была куплена вот такая вот BMS для литий-NMC ячеек с максимальным током 45 ампер. С выбором BMS для литий-NMC ячеек нужно быть более внимательным, так как нижний порог у NMC ячеек 2,7 вольта. У большинства BMS для литий-ионных элементов этот порог составляет 2,5 вольта, поэтому здесь нужно быть внимательным. Если такие ячейки эксплуатировать с BMS, которая рассчитана для литий-ионных элементов, то такие элементы гораздо быстрее выйдут из строя, чем заявляет производитель. Так как данные призматические литий-NMC элементы имеют довольно-таки прочный алюминиевый корпус, дополнительно сильно усиливать корпус батареи не имеет смысла. К тому же аккумуляторный отсек самоката Ситикока выполнен из стали, довольно-таки прочный, поэтому будет достаточно проложить полумиллиметровый либо миллиметровый лист стеклотекстолита со всех сторон, стянуть это все армированным скотчем, где нужно заизолировать, и все будет отлично работать. Я снял размеры всей батареи из 16 элементов. Они равняются в длину 338 мм, в ширину 173 мм и в высоту 92 мм. 1-2 мм сверху я сделал запас. Сейчас по этим размерам вырежу 6 пластин, одна сверху, другая снизу и 4 по бокам. После этого можно будет стянуть армированным скотчем, чтобы ячейки не гуляли. И после этого проваривать элементы и устанавливать BMS. Сборка подобных аккумуляторов гораздо проще, чем из кучи элементов 18650. Вырезал 6 деталей корпуса, 4 по бокам, одна снизу и одна сверху. Теперь, чтобы это все закрепить, я скреплю все это скотчем обычным по кругу, чтобы не утолщать. Так как я уже вырезал по этим размерам, обычный скотч почти не прибавит толщины. Сейчас ячейки ориентированы одинаково, минус с одной стороны, плюс с другой стороны. Так как они у нас будут соединяться последовательно, нужно их развернуть. Плюс-минус, плюс-минус и так далее. Что у нас получилось? Плюс-минус, плюс-минус, плюс-минус. Все правильно. Не особо нравится мне вот эта вот синяя самоклеющаяся изолирующая лента. Я хочу дополнительно изолировать элементы термостойким скотчем. Изоляцию буду наносить с одной стороны. Этого будет достаточно. Аккумуляторы изолированы. Теперь их нужно стянуть скотчем по периметру, чтобы было проще с ними работать. Теперь по периметру закрепим стеклотекстолит. Для начала просто я скреплю его скотчем обычно, затем уже стяну армированным скотчем. Тонким немножко прихватил и сейчас уже более широким хорошенечко прям стяну. Основа корпуса готова. Потом уже, когда батарея будет закончена, крышкой сверху прикроется и еще вот так вот стянется дополнительно. И уже точно никуда ничего не денется. Дополнительно будет защищать от каких-то вибраций, ударов. Ну а сверху дополнительно крышка будет защищать от замыканий. Мы, конечно, еще термостойким скотчем все это заизолируем и сверху потом крышкой. Теперь можно приступить к свариванию. Здесь китайцы прям так заботливо все это сделали. Очень хорошо получается их вместе сварить. Лепестки надо будет развернуть. При
Приступим к свариванию ячеек. BMS я размещу с этой стороны, потому что есть еще и место как и здесь, так и по бокам. Но по бокам оно больше нужно для того, чтобы проложить еще какой-то демпфер. Чтобы BMS здесь не мешалось, я поставлю ее с этой стороны. Как раз здесь у нас будет минус. Я немножко его укорочу и подпаяю. А балансировочные провода пойдут отсюда и разойдутся по всей батарее. Значит, первая перемычка у нас будет вот здесь. Потом будет перемычка здесь. Ну и так далее. Змейкой все это пойдет соединяться. Сейчас попробую проварить. Сможет ли точная сварка это все сделать. Тут довольно-таки толстая никелевая лента. Придется делать со смещением. Со смещением я делаю вот так. Одну ставлю сюда, другую на другой вывод. Тогда ток проходит через две пластины в одной точке, и место сваривания получается гораздо прочнее. О, замечательно держит. Так и будем делать. Сейчас попробовал подкладывать отвертку снизу, чтобы никелевая лента не прогиналась. Но все равно отвертка, во-первых, узкая. Не получается нормально удерживать ее. Когда я прикасаюсь электродами, они продавливают. И сваривание происходит неравномерное с обоих сторон. Потому что усилия разные. Я выковал из отвертки такую вот лопаточку. Ей будет гораздо удобнее подкладывать. Так гораздо лучше. Если что, можно будет еще потом пропаять их. Сейчас еще выставил мощности побольше, второй импульс подлиннее. И хочу проварить именно вот серединку. Именно не с краю, а прямо их друг с другом вот здесь, посередине. Мощность такая, что прихватывает даже стальную лопатку. Вот теперь вообще зачетно проварено. Мощность такая, что прям к лопатке приваривается. Здесь вот с краю приварились вообще капитально. Пришлось плоскогубцами аж срывать. Оторвем излишки выводов. Нам они здесь ни к чему уже. Кстати говоря, на минусовом и плюсовом выводах тоже можно отломать. Припаиваться я буду непосредственно сюда. И вот эти выводы нам здесь не нужны. Готово. Теперь я пропаяю все-таки эти места, где вот здесь шов одна на другую накладывается. Здесь думаю напаять, такую каплю сделать все-таки, чтобы проблем никаких не было. Перемычки усилены, пропаяны, флюс кислотный я смыл. Теперь можно заняться установкой BMS. Провод я немножко подрезал, он как раз пойдет вот сюда. И BMS расположится таким вот образом. Здесь я вырежу небольшое окошечко для провода. И потом можно будет ее скотчем зафиксировать. Балансировочные провода подключать пока не буду, потому что мало ли чего. Примерно разъем будет находиться вот здесь. Прихвачу его временно скотчем вот так вот, чтобы вымерять длину балансировочных проводов. Здесь все просто: 17 проводов и 17 выводов. Начинаем, допустим, с минуса. Думаю, здесь не вырезать, чтобы провода проложить, а просверлить 17 отверстий. Будет гораздо красивее. Так, готово. Теперь нужно прозвонить. Все правильно, все четко, замечательно. Есть еще один способ для проверки. Вот такая вот плата с напаянными диодами, светодиодами и резисторами. Достаточно подключить. Так, плюс-минус.
Все светодиоды горят, кроме последнего, потому что последний у нас не подключено. Потому что здесь сама плата под 17S, а у нас 16. Все правильно, все работает. Можно подключить к самой BMS и измерить само напряжение. Выходит ли что-то с BMS, замкнуты ли мосфеты или нет. Да, все нормально, все работает. Закрепим BMS скотчем. Думаю, будет многим интересно знать, какая реальная емкость у родной батареи. Написано 60 вольт, а емкость 12 ампер-час. Для сравнения по габаритам, наш аккумулятор, конечно, больше по размерам, но несоизмеримо больше по емкости. Здесь 12 ампер-час, у нас 30 ампер-час. Сейчас я разберу его, и мы посмотрим, что из себя представляет аккумулятор от электроскутера Ситикоко. О, да там болты под треугольный шлиц. Что-то такое надо придумать, поискать отвертку. Может быть, получится обычный открутить. Так, очень даже интересно. Какая здесь BMS. Большая, на всю длину. Пипец. На двустороннем скотче. Какой-то производитель батарей. Непонятный. Не знаю такого производителя батарей. Так, минус. Тут возьмем любую параллель. Ячейка почти заряжена. Получается 5 в параллели ячеек. Если учитывать, что это модель аккумуляторов 26P, то должно быть 13 ампер-час. Они даже взяли 12 ампер-час, что очень даже хорошо. Полную емкость не всегда ячейки отдают. Можно поставить ток 10 ампер, дозарядить и поставим на разряд. 10 ампер должны смело переварить они по 2 ампера на элемент. Да, элементы заряжены. Ток упал до 1 ампера, это как раз по 200 миллиампер на элемент. Выключаем. Единственное, что еще хотел посмотреть, это напряжение на всех параллелях. Просто ради интереса. На эту чуть больше мы ее дозарядили. Тут тоже чуть побольше. Ну, в целом, отбалансированные ячейки прям четко. Конечно, прям замечательно. Осталось только замерить емкость. Разрядим током 25 ампер. Это примерно средний ток, который потребляет 1,5 киловаттный мотор от 60 вольт. Так как напряжение в конце заряда падает, то ток увеличивается в любом случае до 2,5 вольт. Погнали. Аккумулятор отдал 13,2 ампер-часа. Офигеть. Аккумулятор в принципе свежий и емкость в нем честная. Это очень радует. А у нового аккумулятора емкость будет более чем в 2 раза выше. Сейчас аккумулятор зарядится, надо будет заменить разъем на XT60. Также у дополнительного такого же аккумулятора тоже надо будет заменить разъем. Новому аккумулятору, естественно, такой же разъем поставить. И на зарядное устройство тоже надо будет поставить такие разъемы. И можно будет все монтировать в скутер. Параллель зарядилась, залились в нее те же 13 ампер-часов. Сейчас нужно сразу же перепаять разъем, заменить вот этот вот на XT60. Также я сейчас отпаяю вот этот вот конец. Он нафиг не нужен здесь, не используется, только лишь занимает место и болтается. Зальем все это клеем немножко. Я грею до тех пор, пока немножко сам термоклей не начнет выступать из этой части. Все. С этим аккумулятором закончено. Сейчас я его соберу. Также переделаю второй аккумулятор, разъем на нем. И займемся уже основным аккумулятором. Припаяем к нему провода и будем устанавливать на скутер. Также переделал и второй аккумулятор, припаял к нему разъем XT60. И ответную часть сразу же на зарядку. Здесь у нее просто под клеммы, а на конце сделал XT60 такой же. Эта зарядка у меня была в обзорах. Мощность ее 3 киловатта, адская зарядка. Ссылки, кстати, кому нужно, есть в описании. Есть версия 60-вольтовая 50 ампер и 120-вольтовая 25 ампер. Это 120-вольтовая версия. Куча всяких настроек у нее есть. У этой зарядки есть возможность забить готовые настройки. Первая настройка 2 ампера, вторая 5, третья 8.
четвертая 10, 15, 20 и 25 ампер. Также есть у нее такая полезная функция, как автоотключение. Настроечка 1 минута и 2 ампера я поставил. То есть, когда ток снизится до 2 ампер, через 1 минуту зарядка выключится. Это очень удобно и очень полезно для аккумуляторов, чтобы не добивать их малым током. Еще есть одна функция. Показывает ток и напряжение, и через определенное время ампер-часы. Вот так вот. Меняются показания, очень удобно. Включается эта функция. Если мы переключим на нижнюю, то он не будет показывать. Если на верхнюю, то будет. Также можно обнулить это показание. Выбираем, чтобы моргало, и нажимаем на центральную кнопку селектора. Показания обнуляются. Очень удобная функция, вообще шикарно. Аккумулятор в принципе заряжен уже. Ток уже падает, уже ниже 2 ампер, так как мы сейчас лазили в настройках, зарядка работает. Если ничего не делать, сейчас пройдет 1 минута и зарядное устройство выключится. Все, зарядное устройство выключается. Опа. И будем заниматься основным аккумулятором. А именно нужно припаять плюсовой вывод и на конце припаять разъем XT60. И упаковать вот в такую вот термоусадку большого диаметра, чтобы было все красиво. Кому интересно, ссылка будет тоже в описании. Готово. Сюда как раз вот он укладывается. Думаю, минусовой немножко нарастить. Сантиметров на 10, думаю, достаточно будет. Может быть, на 15. И припаять разъем. Разъем готов. Сейчас только осталось термоусадочку усадить. Обильно зальем это термоклеем все. И сверху еще одной термоусадочкой можно будет все это закрыть. Все, с разъемом разобрались. Укладываем все это дело, все провода. Фиксируем их термоклеем. Также, думаю, здесь что-то я забыл тоже пролить. И здесь, чтобы никаких истираний не было от вибраций. Защитим выводы термоскотчем на всякий случай. Закрываем стеклотекстолитом. Усилю сейчас все это скотчем, стяну, и можно будет усадить в термоусадку все это. Основная часть готова. Отмеряю нужное количество термоусадочной трубки и усаживаю в нее батарею. Ну вот, аккумчик и готов. Понравилось мне, как получилось. Единственное, что здесь небольшие складочки есть. Но это из-за того, что термоусадка чуть большего размера, чем нужно. Под все размеры невозможно, конечно, запастись термоусадками. Поэтому приходится так делать. Но она довольно-таки плотная. Получилась очень плотная. Термоусадка классная. Когда я видел аккумуляторы с такой же синей термоусадкой китайские, которые давали мне клиенты, там, конечно, термоусадка совсем тоненькая. Здесь же она такая толстая и плотная. Перед тем, как установить аккумулятор в самокат, нужно же его зарядить. Ячейки находятся сейчас в режиме хранения. Первое, кстати, подключение будет. Первая зарядка. 25 ампер поставим. Пусть заряжается. Вот, блин, не успел я поймать тот момент, чтобы показать на камеру, сколько ампер-часов залилось. Я видел, что 11,5 залилось, ток снизился до 2 ампер, и через минуту зарядка отключилась. Ну да ладно, ничего страшного. Все, теперь можно устанавливать аккумулятор, он заряжен полностью. Хоть сейчас и зима, на сликовой резине будет, думаю, прикольно, конечно. Очень хочется прокатиться.